Сегодня 31 октября 2025 года и всех приветствую из Одессы. У нас сегодня замечательная погода, потеплело не на шутку, пришло бабье лето, и в городе сегодня градусники показывают 18 градусов. Ну, а мы с вами едем в место, в котором еще точно не были. Все идут в сад, вот и мы туда же. Вот мы с вами пришли, можно сказать, в садовый центр, ваш сад. Ой, обычно здесь, особенно весной, столько автомобилей. Но вы знаете, сегодня в Одессе, несмотря на хорошую погоду, как-то пусто. Не знаю, куда делись люди. Вот куда сегодня не зайду, люди практически не ходят. Даже по улицам, вот в районе Аркадии, вот я когда была в начале видео, как-то людей мало. Сегодня четверг, вроде бы уже потихоньку должны все готовиться к выходным. Тем более в такую погоду обычно выходит гулять весь город. Но сегодня что-то у всех какие-то дела, и никого нигде нету. Так, вот здесь увидела такие интересные деревья. Смотрите, какие прикольные. Так, сколько такое дерево стоит? А, это магнолия. Класс. Ой, а что, нету цен? А, нашла цену. Магнолия 60 тысяч гривен практически стоит. Но это очень большое дерево, оно высокое. Класс. Так, здесь различные кусты. Я не особый знаток в деревьях. Ой, смотрите, какие листики у дерева классные. Я сначала подумала, что это береза. Но это не береза. Боже, это гинго билоба. Гинго билоба очень полезный для здоровья. Смотрите, его цена 3856 гривен. Я даже не знала, что это растение выглядит именно так. Смотрите, какие у него листики. Класс. Смотрите, какой здесь интересный ассортимент. Доброй завистью можем позавидовать людям, у которых есть дома. Они могут высадить у себя какие хочешь растения и потом ими любоваться. Смотрите, кедр 79 860. Класс. Супер. Никогда не видела, чтобы у нас кедры продавали. Представляете, у кого-то это все растет дома, но я даже не представляю, какой для этого всего нужен уход. А вот 26 895 кедр. Здесь такие цены, потому что, понятное дело, это все необычные растения. Боже! Вот это мы с вами сейчас здесь разгуляемся. Ой, какие кусти класні. Цей товар у резерві, його продано. А что это такое? Ага, сейчас мы с вами посмотрим. Бересклет. Бересклет, боже, я не знаю таких названий. 5987 гривен. Ой, какие кусты классные, пушистые. Необычные. Что это такое? Так, криптомерия 4987. Вот маленькие сосны. Маленькие сосны 3985 гривен. Вы не подумайте, что здесь все так дорого. Я просто вам показываю какие-то интересные деревья, которые можно найти у нас. Так, это я понимаю для сада, может, что-то или нет. Что это такое? Неизвестно. Так, магнолия. Это все магнолия, и такая стоит 4360. Сейчас, наверное, сезон, чтобы ее высадить, потому что она просто здесь везде. Ну, мы пойдем с вами дальше, посмотрим еще что-то интересное. Посмотрите, как все по-осеннему украшено. Только не знаю, где люди. Пусто сегодня. В вазонах больших все продается. Так, сосна 79 860. Но она классная. Смотрите, какая пушистая. И на ней даже сидит, отдыхает солнышко. Солнышко, которое любит богатство. Так. Давно не была в вашем саду. Здесь, в принципе, ничего не поменялось, но, мне кажется, увеличился ассортимент всего. А вот магнолия почти 20 тысяч гривен, прям таким красивым большим кустом в вазоне цветет. Ой, так, посмотрим сейчас на цветочки, что нам предлагают.
Какие уличные цветы. Так. Ой, какая красота. Обожаю хризантему. Хризантема 298 гривен. Ну, это уже можно себе позволить. Белая, желтая, розовая. Здесь большой ассортимент хризантем. Так. Рододендроны. А вот хризантемы по 96,50. Красивые есть в вазончиках. А вот такие фиолетовые 219 гривен. Смотрите, какая красота. Это все еще будет распускаться и будут набитые огромные вазоны. А вот этот розовый. А белый какой красивый. Такие шапочки невероятные. И какая прелесть. А вот астры. Такая астра 90 гривен. Но здесь они просто так пахнут. Нет, это не что-то пахнет. Не могу понять, что так пахнет. Вау, просто. Я как настоящая женщина, когда попадаю в подобные магазины, хочется купить все и украсить весь дом. Вы же посмотрите, какой здесь выбор цветов. В принципе, разные цены на все есть. Лаванда 69,50. Вот такой маленький вазончик. Многие в этом году, видела, высаживают лаванду. Она становится у нас очень популярной, наверное, потому что легко приживается. Так, юка 2780. Вот такие прикольные растения. Я не знаю, как они называются. Ага, 198 гривен. Вот такой вот кустик. Карекс. Вот такие вазончики кизильника продаются по 190 гривен маленькие. Я видела такие кусты по городу. Оказывается, они называются кизильник. Это все уличные цветочки. Кактусы. Еще не холодно, еще их не спрятали. Розы. Огромный ассортимент. Каких хочешь роз. Жаль, они сейчас не цветут. Вот такая одна вот белая. Можно бы было полюбоваться. Смотрите, какая олива бонсай. 59 875 гривен. Но она очень классно выглядит. А вот комнатные растения. Зайдем с вами посмотрим. Так, здесь растения со скидкой. Драцена 2318 гривен. Красивые цветочки. Вазончики. Это все драцены. Так, что-то здесь интересное есть. Розы. Сколько такие розочки? 298 гривен. Вазончики. Здесь такие вазоны, как они называются, хлорофитум. 270 гривен. Вот у мамы очень легкая рука, она всегда, когда садит цветы, мы бы тоже могли это все продавать. У нас столько было отростков, раньше эти цветы просто разрастались по всему дому. Так что можно было тоже делать бизнес. Так. Ой, какой кактус большой. 6780 гривен. Посмотрите, он просто огромный. Агава. О, такого даже не видела. Агава 5780. Алоэ. Сейчас расскажу вам историю с алоэ. Вот 298 гривен. Перед войной мы уехали и оставили на даче вазон с алоэ, который не поливали больше 2 лет, пока нас не было. И представляете, он сохранился. Мы приехали, мама его полила, пересадила, поливала, поухаживала за ним. И он вырос снова. Он не умер. Ждал нас больше 2 лет, пока мы вернемся и им займемся. Вот такие долгожители алоэ. Тот, кто хочет жить, тот выживает в любой трудной ситуации. Вот это показал даже цветок. Эпипремнум. Тоже у нас были такие цветы когда-то. Они тоже разрастались по всему дому. Очень много вазонов было. По-моему, это эти цветы еще маленькая была. Смотрите, какой фикус за 10 тысяч. Класс. Вот эти вазоны большие, мне очень нравятся в интерьере, такие огромные вазоны, когда большая светлая квартира, или такая квартира, в которой все под дерево, и они там стоят, ну прям вау-вау-вау, экзотика.
Так, фикус. Тоже фикус. 3980 гривен. О, посмотрите, прикольные фикусы. Посмотрите, это все разновидности фикусов. Вау. Очень разные и очень классные. Орхидеи. Знаю, многие любят орхидеи. Я когда-то посадила, но что она у меня не прижилась. 1200 гривен такая, но она большая. Есть поменьше. О, есть даже со скидками по 40% скидки. 750 гривен такая орхидея. А вот здесь минус 40 даже на нее. Различные цвета. Короче, любая хозяюшка, которая любит цветы, может приехать и найти что-то для себя. Ой, какая нежно-розовая, тоже красивая. Желтая. Белая. Мне нравятся орхидеи, но как-то они у меня не прижились. Вот. А вот тоже какая прелесть, фиолетовая. Ой, посмотрите, экзотика. Раньше в таких садовых центрах, как я говорила, было больше людей. Но вы знаете, я даже в какой-то части понимаю, почему. Потому что вот есть люди, которые выбирают жить, несмотря ни на что, ничего не откладывать на завтра, делать ремонты, ухаживать за своими домами, покупать все в свои сады, палисадники и так далее. А есть люди, которые ждут, что закончится война, потому что никто не может предположить даже, что может быть в любую минуту, и поэтому откладывают все на потом. Не знаю, как правильно, каждый делает свой выбор. На французском бульваре обычно много автомобилей. Сегодня даже и автомобилей толком нету. Дорогие одесситы, куда вы все пропали? Я надеюсь, что это не влияние того, что все пугают сложной зимой, и многие начинают выезжать. Все-таки думаю, это какое-то совпадение. Ой, сейчас со многими общаюсь, кто раньше планировал уезжать, переживают все, какая будет зима, но все так любят свой дом, и многие уже так напутешествовались, наездились по другим странам, что просто хотят остаться дома и ни о чем не думать. Желаем всем хорошего дня, хорошего настроения и замечательных выходных. До встречи в следующем видео из Одессы.